coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, да, наконец-таки мы продолжаем проходить игру под названием Орвел следит за тобой. Наконец-таки мы вернулись, товарищи. Великий КГБшник вернулся, ну точнее как наконец-таки. Продолжаем проходить просто. Сейчас хочу просто добить эту игру, ее там, сказали, немного останется, из-за этого мы несколько серий я замучу сразу. Получится, надеюсь, получится что-то замутить такое этакое, чтобы прям интересно было и так далее, а то не хочется опять в лужу сесть. Концовку будем делать революционеров. Я знаю, что концовку можно сделать революционеров, если все пойдет по жопе. Если мы немножко подсобим им, максимум кроме бомб. Бомбы, честно говоря, как я понял, они не влияют на концовку. Хоть и не взрываются, ни хрена это никак. Я решил их все-таки не подрывать, не дать им подорвать, потому что, блин, подыхают все-таки обычные люди, умирают. Надо аккуратнее со словами, потому что у нас на YouTube хрен пойми, а то вдруг меня притянут за это, что я такое говорю. Надо же говорить теперь вместо смерти, не знаю, буду говорить залюбили, их взрыв залюбил. Ладно. Небольшой мой бомбеж. Ну ладно, забудем об этом. Давайте дальше копаться в прошлом Мартовны. Нины Мартовны. Обычной учительницы. Какой-нибудь учительницы русской. Ну да ладно. Будем смотреть, что там с ней. Надо теперь повзламывать ее немножечко. Мы ее уже повзламывали, теперь поработаем над ее досье. Досье Дариана Мартовна, да? Я правильно? Мартовна, досье Мартовна Нина. Давай, запускайся. Ой, боже. Ой. Помру. О, давай, вот это ей подходит больше. Давай. Сержант Нина Мартовна. Давай ты больше, это ей больше подходит. Здорово, ей идет. Ну, в этом я согласен, ей реально идет. Блин, хоть можно ее за мужика спутать. Ну что, равенство. Что у нас тут? Уволена с военной службы. Интересно, за что? Сержант. Первый инженерный батальон. Рота Б, взвод 1246. Специализация военный инженер. Ням-ням-ням. Медаль за храбрость. Награждена медалью за храбрость. Лет на службе 6 лет проработала. Неплохо. Блин, такая могла что-то подорвать. Похоже, годы сильно изменили госпожу Мартовну. Еще как. Что тут повышение звания до сержанта, командует отрядом Альфа. Взвод 1246, участие в зарубежной миссии, ранено в бою, самовольное оставление места службы, статус самовольное оставление места службы снят. Вернулась в часть в Бонтоне. Приговор военного трибунала, увольнение с лишением права и привилегий, лишение свободы на 3 месяца за самовольное оставление части в последующем добровольном возвращении. Заключение, уволен с военной службы. В 2011. Суровое наказание. Вы в курсе, что это ставит ее вровень с бывшими уголовниками, совершившими тяжкие преступления? Ну, я понимаю, да, она сбежала, но непонятно за что. Вот интересно, а за что ее вообще уволили? За побег? Ну, блин, я понимаю, ну, оставила нас армию, ну ладно, но прям так жестко. Ну да, я понимаю, карать нужно прям. Тут новости есть, давайте посмотрим. Требуются эксперты по кибербезопасности. Свободе нации угрожает не только обычное оружие и терроризм. Все больше иностранных хакеров пытаются проникнуть в корпоративные и общественные сети с целью украсть конфиденциальную информацию, саботировать объекты повышенной важности и получить преимущество в высококонкурентной мировой экономике. Армия нации создает специальные киберподразделения для противодействия этой новой цифровой угрозе. Если вы являетесь экспертом в области информационной безопасности, вступайте в наши ряды сейчас и станьте одним из правопроходцев в защите нации от онлайн-угроз.
Вот как по правде, понятно, по какому объявлению мы вообще нас наняли. Ну, значит, мы прям спец своего дела. Генерал Хартман. Ну, хотя, понятно, мы, блин, секретный проект, блин. Впервые тестится, вот. Уже первые тесты прошли. И, понятно, они, блин, хороших хакеров берут. Генерал Хартман рассматривает возможность активизации Цербера. Тройная террористическая атака в Бонтоне заставляет генерала Хартмана открыто заявить о возможной активации миссии Цербер. Это означает постоянное присутствие военных сил в столице с целью охраны общественных мест. Может показаться, что так мы признаем недостаточность нынешних мер безопасности, но если мы хотим защитить себя, мы должны рассмотреть этот вариант, заявил Хартман. Что-то мне кажется, это попахивает превращением демократии в военную диктатуру. Вот мне очень кажется, что это чисто эти все теракты реально устроены правительством только для того, чтобы просто установить военную диктатуру. Вскоре после того, как заявление было обнародовано, Министерство безопасности опубликовало официальное уведомление для Министерства обороны с просьбой отложить активацию Цербера. Уведомление было вскоре принято Министерством обороны, положив тем самым конец планам генерала Хартмана. Основной долг на страже мирового порядка. Основной долг национальной армии защитить свободу нашей Родины. Разумеется, речь идет и о военных операциях за пределами государства, чтобы защитить наши ценности и помочь зарубежным союзникам. Наши солдаты принимают участие в многочисленных миссиях в соседних странах. Выберите место на карте, чтобы узнать больше о конкретной миссии. А вот миссии, а вот мемориал, светлая память ушедшим. Многие солдаты отдали свои жизни на службе нации. Их жертвы — это фундамент, на котором строится наш успех. Без них мы не были бы теми, кто мы есть, свободными мужчинами и женщинами. Мы чтим их верность и преданность. 2017, 2016, 2015. Ё-моё, сколько же умерших. Бойфренд убит в ходе военной кампании в 2011-м. Блин, а вот почему, возможно, она сбежала. Ёшкин ты кот. Это печально. Военные миссии 2011 года были инициированы нынешним правительством. Неприятно, но факт. Это действительно веский повод ненавидеть правительство. Давайте найдем что-нибудь, что подтвердит нашу теорию. Ну, смотрите, даже он согласен именно. Смотрите, даже он согласен, что за это можно ее ненавидеть. Ядрить 2011, сколько умерших, твою мать! И последующие года, сейчас вот 2017 идет. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Ёб твою же ж. Несколько, понятно, почему восставшие. Теперь я понимаю, почему тут восставшие. Блин, война — это пипец. Главный, блин, источник мятежа — это, блин, военные потери. Чем больше гробов в страну возвращается, тем злее население, блин. Теперь я понимаю, почему Нина хочет, блин, отомстить правительству и свергнуть его к хренам. Честно говоря, теперь я хотя бы понимаю их доводы. Это, блин, это даже не про свободу слова, а просто про то, чтобы остановить этот империализм. Это чисто империализм. Они просто во все точки света лезет наша нация. Лезет во все вообще точки мира, нахрен. И... во, сколько тут миссий, блин. Вот нация, и вот тут сколько стран соседних. Мы сидим, тут работаем над ними. Давайте посмотрим. Пакет мер безопасности и ряд дополнительных разрешений позволяет в случае необходимости задействовать армию нации для операции в стране. Это послужило основой для миссии Цербер, признанной обезопасить или эвакуировать густонаселенные районы в случае широкомасштабных террористических угроз. Несколько подразделений армии прошли специальную подготовку и постоянно находятся в режиме боевой готовности. К счастью, Цербер нам еще ни разу не потребовался. И что-то мне кажется, что если мы за правительство пойдем, то они 100% эту чертову операцию Цербер проведут. Да.
Задействовать подразделения. Первое резервный пехотный, второй резервный пехотный батальон готов к защите густонаселенных районов. Третий резервный пехотный батальон готов к защите густонаселенных районов. Два пехотных батальона. Что-то маловато. Мне кажется, что-то маловато. Два пехотных батальона. Ну, страна у нас, конечно, небольшая. Это один маленький кусочек территории, но тут сколько городов. Двумя пехотными батальонами, кажется, вы не обойдетесь. Ну, если, конечно, это во что-то перерастет. Так, ясно, это на нашей территории. Это вот миротворческие действия. Вот следующее. Миротворческое. Вот, идет дальше. Миротворческая миссия в Паражесе. Во. Вот он, Паражес. Последствия военного переворота 2006 года быстро повергли некогда образцовую демократическую республику Паражес в хаос. Повстанческое движение силы истинного Паражеса, СИП, объявило войну только что сформированному правительству генерала Демьяна Касарта. Он даже не президент, он военный. Ням-ням-ням-ням-ням. Что привело к длительному и кровопролитному гражданскому конфликту, пока армия нации наконец не получила зеленый свет и не вмешалась с целью деэскалации ситуации. Понимая, что в открытом противостоянии у них нет шансов, СИП сменили свою стратегию на терроризм, решив, что победы добиться не удастся и что дальнейшее участие нецелесообразно, бывшее правительство нации свернуло миссию интервенции в Паражес, что в конечном итоге привело к фатальному событию, известному как инцидент 2008 года. Новое правительство, избранное в 2009 году, немедленно возобновило миссию под новым названием «Миротворческая миссия» в Паражесе. Армия нации вновь принялась за защиту и восстановление паражесского общества и инфраструктуры. Первый лих. Тут вот. Обезвреживала мины в ходе миротворческой миссии в Паражесе. Подождите, а сколько там? Это 2009. Вполне вероятно, что она именно в Паражесе и работала. Очень даже вероятно. Ну, посмотрим. Но это вариант. Ладно. Первый легкий пехотный батальон, охрана зон военных действий. Второй легкий пехотный батальон с такой же задачей. Танковый разведывательный батальон, охрана тоже военных действий, зон военных действий. Первый инженерный батальон, частично разминирование. Первый инженерный батальон частично, цель разминирования. Второй инженерный батальон, восстановление инфраструктуры, батальон снабжения, частично снабжение. Именно частично второй батальон снабжения. И правоохранительный батальон, обучение местных сил правопорядка. Ням-ням-ням. Ясненько. Пограничные патрули. Что еще? Так, кажется, так наша серия пройдет. Тут очень много интересных фактиков. Но они такие не длинные, может, недолго засядем. В связи с неконтролируемым массовым притоком беженцев из Паражеса в нацию, нам потребовалось принять меры, чтобы взять ситуацию под контроль. Армия нации была вынуждена усилить охрану границ, организовав непрерывные патрули и открыв несколько дополнительных контрольно-пропускных пунктов. Задействованные подразделения: первый резервный батальон, патрулирование южной границы, второй разведывательный батальон, патрулирование восточных границ. Ясненько. Борьба с кем? Борьба с наркотиками в Уставии. Еще и сюда залезли. Подождите, а сколько это? 2015? Блин, до сих пор. Шкин код. Уставакия печально известна как страна, где процветает оборот наркотиков, в первую очередь героина. Она также является домом для одних из самых влиятельных и опасных картелей в мире, которых, как правило, решают свои разногласия с помощью оружия прямо на улицах Уствакии. Полиция Уствакии зачастую не сопротивляется
не справляется с жестокостью наркокартелей. Что еще хуже, сотрудники полиции часто оказываются коррумпированными или подвергаются серьезным угрозам со стороны картелей. В 2015 году правительство предложило местным силам правопорядка поддержку армии и нации в борьбе с преступностью с целью стабилизировать ситуацию в стране и предотвратить незаконные поставки наркотиков в нацию. Задействованы подразделения 5-й легкий пехотный батальон, вооруженное регистрирование на противостоящие силы. 6-й легкий пехотный батальон, вооруженное реагирование на противостоящие силы. Так, быстро время? Надо быть потом. Займусь сейчас. Ладно, все, извините. Пусть отключить сообщалки. Сейчас я отключу сообщалки на время, чтобы они в этом писали. Это зря. Сообщалок не будет. Давайте вперед. Продолжаем наше прохождение. Давайте прочтем, что там дальше. Так, это уже читали? Ага, это уже было. Миссия стабильная Уствакия. Это какой год? Миссия стабильная Устакия. Устакия. Служит дополнением к операции по борьбе с наркотиками в Уствакии. И направлена на поддержку и прямую защиту граждан, находящихся под угрозой из-за войн наркокартелей. Еще один акцент делается на искоренение коррупции в государственных ведомствах, таких как правоохранительные органы. Задействованы подразделения 4-й легкий пехотный батальон защиты населения и 2-й правоохранительный батальон поддержка местных правоохранительных органов. Во все, уголки мира лезем. Понятно. О, 1-й инженерный... Вот еще один. Она именно в этом батальоне и работает. Это какой год? Это 2016. 1-й инженерный батальон. Частичное восстановление инфраструктуры. Выбор, где она работала. Мне кажется, все-таки выгоднее будет дать именно Паражесскую операцию, так как бомбу она могла создать только если у нее были бы навыки по обезвреживанию этих самых мин. Работы с взрывчаткой. Если у нее есть опыт в этом, то она могла легко соорудить бомбу и подорвать памятник на площади Свободы. Осенью 2016 года проливные ливни привели к одному из сильнейших наводнений за всю историю Гентрии. Почти 100 тысяч человек погибли, более 8 тысяч остались без крова. Армия нации была немедленно отправлена на помощь выжившим. Помощь включала в себя распределение припасов и восстановление основной инфраструктуры. Занималась обслуживанием инфраструктуры в рамках ликвидации последствий гентрийского наводнения. Так, и 3-й инженерный батальон восстановления инфраструктуры, 1-й батальон снабжения, распределения припасов, батальон водной поддержки, налаживание сообщений и транспортировка припасов. Давайте возьмем Паражес. Вот, 1-й инженерный батальон. Обезвреживала мины в ходе миротворческой миссии в Паражесе. И эта миссия идет уже с 2009 года. Вот, как раз таки. Во-вторых, ее же убрали в 2011-м. Она была убит в ходе военной кампании в 2011-м. Скорее всего, именно в Паражесе. Во-вторых, ее именно в этом же году уволена с военной службы с лишением прав и привилегий в 2011 году. Как раз таки это самое ближайшее. Почему? А миссия в наводнении Гентрии, ее уже в армии вообще не было.
Ее бы ни за что в армию повторно не взяли, да и тогда бы у нее не было бы времени бомбы делать. Вы думаете о том же, о чем и я? Знание о взрывчатых веществах. Теперь мы знаем достаточно о прошлом госпожи Мартовой. Ну, знаем, но все равно как-то сильновато. Так, подождите, надо, главное, вот что сделать, это... Что я сделаю, это вот... Это уменьшу скорость чертовых переговоров, потому что скоро будет очень важный момент, как я знаю. Я просто... Ну, блин, вы помните, как я сильно испугался, когда думал, что не успею, например, предупредить о хакерских атаках на наш партийный сайт. Я мог не успеть, из-за этого лучше пускай переговоры будут идти чуть медленнее. Так хотя бы я точно не помру. О, Сильви. Да? Да? Привет, Нина. Это Сильви. Как дела? Тебе лучше? Да, нам немного. После того, как провалялась целую неделю в постели. Последнюю неделю провела на больничном. Так, это посмотрим. Это все еще под вопросом. Вот молодец. Я могу подвести Майкла, если хочешь. Нет, спасибо. Забери его примерно через час. Идет? Да, конечно. Я обещала сходить с ним на детскую площадку. Забери Майкла на углу Очерд Дрейв, верно? Позже собирается забрать Майкла на Очерд Дрейв. Не хочется очень сообщать об этом. До встречи, Нина. Отлично, спасибо. Встретимся через час. Да? Так, хорошо, это было. Во-во. Что это такое? Работодатель. Что прочитать его? Привет, Молли. Ваш работодатель ландшафтной работы МакДугала только что оставил о вас отзыв. Госпожа Шварц неплохо справилась с работой в ТЦ. О, все. Пипец тебе. 14 апреля. Ровно в день взрыва в этом чертовом... Это она, это точно она. Это она. Ой, 14-го как раз таки была обнаружена бомба. И она именно в 14 апреля 2017 находилась, работала именно в этом же самом центре. Так, тип работы ландшафтное обслуживание. Как раз таки она, скорее всего, когда ландшафт обслуживала, там и зарыла где-нибудь бомбу. Работа выполнена 14 апреля 2017. Комментарий. Госпожа Шварц неплохо справилась с работой в ТЦ Сассермал. Однако она выглядела немного рассеянной и в конечном итоге ушла после 8 из 10 запланированных часов работы из-за плохого самочувствия. Ням-ням-ням-ням-ням. Я очень сомневаюсь. Работала в Сассермал в день теракта. Подожди, но она сказала же про самочувствие. Ведь так? Про самочувствие она упомянула. Подожди. Ну, она упомянула про сочувствие, да? Да, после того, как провалялась целую неделю в постели. Последнюю неделю провела дома на больничном. Подожди. Подожди, отчет. Давайте это. У меня время есть, к счастью. Меня никто никуда не гонит, я могу посмотреть. Подожди. Когда ей выписали вообще... Когда ей выписали этот... Ну... больничный. Больничный. До конца апреля. Это когда было? Это было еще 4 апреля. И 14 апреля она еще работала. Так, секунду. Где у нее рабочий? Давайте я сейчас полностью хочу все составить. Я просто не хочу сейчас ненароком ее обвинить в том, что, возможно, она не делала. Фиг его пойми, кто эту бомбу заложил. Я так до сих пор и не понял, кто это мог быть. До этого пока что не будем торопиться. Так, где этот ее рабочий сайт вообще? Где она работает? Это он? Нет, это не то. Это не то. Где этот долбанный сайт-то с работой? Во. Профиль. Вот он, ее профиль. Да, мы вошли в ее профиль. Так, ну это все было. Давай-ка обратно. Последние заказы и отзывы. Вот. 13 апреля, 14 апреля у нее она вот все это время работала, да. Она все это время работала. И 14 апреля она тоже работала. И целую неделю. Секундочку.
Если взять с ее последнего, это сколько уже времени? Да ёшкин ты кот. Она лжет. Она лжет. Ясно? Она лжет. Нет, 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 она лжет, это ложь. Прости, Нин, ну все, тут ты лжешь. Ты не могла всю неделю валяться в постели. По дням не считывается. Ты работала. Все это время ты работала. И все эти сообщения еще на твоем компе. Все, это 100% ты. Все, давай. Сейчас тебя будем арестовывать к хренам. Все. Арестовываем ее. Так она работала на месте взрыва. И даже в подходящее время. Сейчас мы ее арестуем. Мы смогли связать госпожу Мартовну с каждым местом происшествия. Теперь мы знаем, где она. Боюсь, ничего хорошего ее не ждет. Все, сейчас будет очень. Готово. Вы нашли все, что нам нужно знать. Посмотрим. Госпожа Мартовна могла использовать свои знания о взрывчатых веществах, чтобы сделать бомбы. Все говорит о том, что она мать-одиночка, которая с трудом зарабатывает на жизнь и переживает за своего ребенка. И, наконец, мы смогли связать ее с местами всех взрывов и доказать, что она присутствовала хотя бы при одном из них. Кажется, мы нашли нашего главного подозреваемого. Этого достаточно для ареста. Отлично сработано. Мне нужно переговорить с начальством. Скоро вернусь. Продолжайте наблюдать за госпожой Мартовной. Так. Следим за ней. Компьютер? Что на компьютере? Что на компьютере? Устройство не в сети. Ёптить. Мы попались. Гарри, ты тут? Ой, я чувствую сейчас... Ой, блин, меня спалили. Мне кажется, это будет плохо. Ну, приехали. Я что, Эбензер Скрудж? Почему ко мне вдруг начали слетаться духи прошлого Рождества? Гарри, у меня нет времени на шутки. У меня техническая проблема, и мне нужен твой мозг. Но почему никто не предлагает мне помочь? Не предлагает мне помочь решить мои проблемы? Ох, ну ладно, что у тебя там? Я только что вернулась домой. Утром оставила комп включенным, а сейчас попыталась зайти в поисковик, и тут все заглючило. Антивирус выдал миллион окон с предупреждением об атаке, и я выдернула шнур из розетки. Похоже, проблему ты решила без моей помощи. Суть в том, что до этого со мной связался какой-то странный тип, походу хакер. Теперь он взломал мне хренов комп. Черт, вот зараза. Отлично, они не знают обо мне. Ой, блин, мне так страшно. Если не поймут, что это я, ну, точнее правительство, то мне трындец. Похоже, этот же тип взломал мне мой банковский счет. Он тоже связался со мной, много болтал о наших прошлых делах, угрожал, что выдаст нас копам и все такое. Классика жанра. Он и тебе это говорил? И что ты ответил? А ты как думаешь? Послал его нахуй. Извините. Думаешь, у него правда что-то на нас есть? Мне нужно быть уверенной, что он блефует. Даже если есть у этого чувака что-то есть? Нужно убраться отсюда до прихода копов. Что убираться? Да брось, этот тип просто пиздит. Почему устройство отключилось? Скажите мне, что происходит? Эй, ты тут вообще? Так и знал. Я опоздал. Она что? Нельзя дать нашему главному подозреваемому сбежать. Я прикажу группе захвата перекрыть дороги. Я скажу им, чтобы действовали мягко. Не похоже, что она окажет какое-либо сопротивление. Ее ПК только что отключился. Так что стоит начать с ее дома. Черт, у нас нет адреса. Посмотрите ее переписку. Может, там упоминается, где она была дома. Если найдется что-то важное, сразу же пересылайте мне. Я передам все группе захвата. Теперь все зависит от вас. Удачи и будьте бдительны. Бля-бля-бля-бля-бля. Скорее, где ее-то адрес? Где ее хренов адрес? Блин, у нее на работе есть, да? У нее на работе он и есть, кажись. Кстати, он 14 апреля был. Давайте возьмем все-таки ее досье. Вот ее адрес. Давайте ее адрес отсюда. Черт, слишком поздно. Эта информация нам нужна была раньше. Им ни за что не успеть вовремя. Вот черт, они успеют сбежать. О нет. Вас приветствует компания Ration Tech. К сожалению...
О, привет, Джулиет. Слава богу, застала тебя на работе. Звонила тебе на мобильный, но не дозвонилась. Может, можем поговорить? Нина, да, я одна сижу в офисе, доделываю работу. Что случилось? Слушай, у меня мало времени. В общем, на меня вышел один псих. Следит за мной уже несколько дней. Что? Какой еще псих? Нет времени объяснять. Ты можешь мне помочь? Да, конечно, но как? Знаешь, какое-нибудь небезопасное место, где я с сыном могу спрятаться на какое-то время? Я даже не знаю. Джулиет, ну пожалуйста, придумай что-нибудь. Умоляю. Ладно, ладно, кажется, есть одно такое место. Совсем на отшибе. Это дом? Нет, стой, не произноси. Нас могут прослушивать. Что? Каким образом? Этот тип хакер, он уже порылся в моем компе, и я уверен, что он прослушивает мои звонки. Шутишь? То есть кто-то может прослушивать нас прямо сейчас? Просто не говори ничего, что может выдать мое местоположение. Хорошо? Лучше перестраховаться. Просто помоги мне скрыться. Боже, Нина, он ведь уже знал, где я работаю. Прости, хорошо? Я тебе помогу. Спасибо, дай мне минуту, я соберу самое необходимое. Блин, это плохо, я не... Нет, я не буду говорить про пушку. Эй, придержи коней. Тебе что, жить надоело? Если нас сейчас прослушивают, они уже знают, что ты вооружена и опасна. Угу, а если я останусь без защиты, я все равно труп. Блять, кто-то звонит в дверь. Выберусь через черный ход. Пожалуйста, будь осторожна. Погоди сейчас. Выберусь. Погоди, сейчас выберусь. Не буду сообщать, она сейчас сбежит. Уф. Все нормально. Черный ход, она с глазами, но у нее не... Может, она просто вылезет через окно? Нина! Уф, мне удалось выкарабкаться из окна и сползти вниз. Он торчал у входной двери, даже не заметил меня. Гребаная нога опять разболелась. Уф, ты меня до инфаркта доведешь. Не высовывайся и придумай, как вытащить себя из города. Джулиет, осталось кое-что важное. Я должна забрать сына. Не могу же я его бросить. А, она хочет сына забрать. Блин, тогда надо сдать ее. Слава богу, льет. Слава богу, льет как из ведра. Уже в паре метров ничего не видно. Смогу проскользнуть незамеченный. Это недолго, я уже в пути. Спасибо. Надо скорее забрать сына. Мы понятия не имеем, где это. Срочно приступите к поискам. Блин, где? Она говорила там, где ее сын? Где ее сын? Где ее сын? Я не помню, где ее сын. В сообщениях, кажись. Блин, где я это найду? Блин, я сейчас не найду это ни хрена. Я не успею сейчас. Я сейчас не успею, она успеет его забрать. Да, я не успею, она сейчас сбежит. Я не успею, она сейчас сбежит 100%. Успеет добраться до сына, быть первее. Но в любом случае я хотел дать ей сбежать, так что ладно. Ладно, тут ни хрена нет. Блин, где эта информация-то может быть, черт возьми? Молли Шварц, где ее сын учится-то нахрен? Где ее сын? Где ее сын, черт возьми, где он? Я не понимаю, где он. Отлично, сын со мной. Мы готовы. Да, солнышко, это тетя Джулиет. Нам нужно поговорить. Подожди минутку. Прекрасно, пора в путь. Ребята, я кое-что придумала. Вам нужно поехать на автобусе. Так, на автобусе. Ну если нас правда подслушивают, мне нельзя его называть. Это да. Дай-ка подумать. Автобус, нам нужно узнать номер маршрута, иначе эта информация бесполезна. Отправляйся домой. Да, отправляйся домой, ты пьяна. Что? Твоя цель добраться до дома, ты пьяна. Подумай о Харрисоне. Так, я что-то не... А, ясно. Секунду, сейчас проверю. Подожди, она говорит про какой-то маршрут. Подожди, про Харрисона. Это, скорее всего, у нее в компьютере. Блин! Я не успел. Что она имеет в виду? Где я это найду-то? Я пытаюсь просто изображать деятельность, чтобы меня не прикрыли. Я не знаю, мне все равно волнует. Меня все равно это волнует. Так, нашла.
Идем на автобусную остановку, чтобы я дала без... Что бы я делал без тебя? Ты всегда была лучшей из нас. Не говори так, я не смогла спасти свободу мысли от провала. Ты в этом не виновата. Блин, да где же эта остановка? Ну все, это трындец, я не успею. Я не успею. Где она? Ну где она может быть? Я не успею. Он считал тебя своей любимой студенткой. Блин, это бесполезная информация, по правде, товарищ. Она связалась даже с тобой, со своей любимой студенткой. Нет, увы, жаль, я знаю, я не оправдала его ожиданий. Мы на месте, автобус должен быть с минуты на минуту. Ну давай же, давай. Наконец-то, неужели обойдется? Заходи в автобус, дорогой. Все, мы проиграли, кажется. Ох, Джулиет, мы тронулись. Прочь из Бонтона. Я так рада за вас двоих. Ты узнаешь убежище? Ты узнаешь убежище, как только увидишь. Там всего один дом. Еще раз спасибо тебе. Не за что. Блин, ладно. В следующей серии мы проведем операцию и ее посадим. Автобус битком, но сзади нашлась пара мест. После всего этого безумия нужно как следует отдохнуть нам обоим. А дороги же перекрыты. А вот и граница города. Все будет хорошо, солнышко. Что это? Что происходит? Автобус останавливается. Блять, дорога перекрыта. Почему так? Там блокпост, мать твою. Ой, все, это пипец. Постой, что за фигня вообще происходит? Почему тут замешана полиция? Я подозревала, что что-то неладно. Почему ты мне не сказала? Слушай, мне очень жаль. Я не могу тебе помочь, Нина. Ты меня втягиваешь в крупные неприятности. Джулиет, пожалуйста, мне нужна твоя помощь. Кроме тебя некому. О нет, они заходят в автобус. Один из них полицейский, говорит с водителем. Оттуда они нас не видят. Что мне делать? Блин, неужели ее прибьют? Джулиет, только не бросай меня. Блин, ну кто там мне сообщение стучит? Придумай что-нибудь, обязательно поговорим об этом. Поговори об этом. Где сейчас идет сеанс? Блин, надо было сразу, значит, вот где был. В переписках она упоминала. Раз от тебя помощи ждать не придется, бежать через аварийный выход. Она через аварийный выход. Так, ладно. Ты точно не можешь ничего сделать? Ясно, я пошла. Они начали проверять у пассажиров паспорта. Дерьмо. Только не это. Прости, Нина. Я надеюсь, что их удастся отвлечь. Солнышко, беги вон отсюда и сиди тихо, чтобы не случилось. Договорились? Пообещай мне. Нина, что ты задумала? Не сдаваться без боя. Вот что. Нина, нет! Тебя могут... Нина? Кажись, ее поймали. Нина! Кажись, я потерял связь с офицерами на месте. Что за... Восстановите связь сейчас же. Наконец-то. Похоже, операция прошла успешно, однако наша цель, она тяжело ранена. Нет гарантии, что она выживет. Сейчас ее везут в больницу. Я не хотел, чтобы так вышло. Блин, неужели она умрет? Блин. Я думал, она успеет сбежать. Подожди, там новости. Что происходит на данный момент? Подожди, это скорее всего в новостях? Сейчас кто-то пишет в самый неподходящий момент. Я хочу уже... Только чтобы этот ужасный день закончился. Может проверить почту, пожалуйста. Почту проверить? Хорошо. Кто я? Мне очень жаль. Мне искренне жаль, что я привлек к тебе внимание полиции. О боже. Глазам своим не верю. Они вместе работали над этим безумием. Но почему? Я все еще не понимаю. Это все меняет. Мы просто обязаны найти Авраама Голдфилдса. Но сперва нам нужно отдохнуть. Сегодня был тяжелый день. Можете выйти из системы. Мне искренне жаль, что я привлек к тебе внимание полиции. Но, по правде сказать,
Ты перешла границу нашего соглашения. Бомбы должны были стать предупреждением для безразличных, сигнальным огнем, напоминающим, что мысли всегда должны быть свободными. Взрывы не должны были убивать. Ты снова разочаровываешь меня своей неутолимой. Вы действительно в это верите после всего увиденного? Неутолимой ненавистью и яростью. Считайте наше соглашение недействительным. Авраам Голдфилд. Блин. Не надо было сообщать, что она бежит, они перекрыли границы. Надо было просто на жопе сидеть ровно, чтобы она сбежала. А теперь ее ранили. Блин, это очень хреново. Очень хреново. Я очень надеюсь, что она выживет. Неужели она не выживет? Ну что поделать, все уже, ничего не поделаешь, я сам виноват. Ладно, ладно. Что-то серия затянулась сильноватенько, не правда ли? Да. Ну ладно, что поделать, такой сильный момент тут нельзя. Такая игра, что если началось что-то именно на время, это нельзя пропускать и храниться не получится. Ладно. Продолжим уже в следующей серии, это пипец полный. Ой, боже мой. Блин, у меня руки холодные. Нормально так, блин, нервишки потрепало. Ну хорошо, что я не сообщил, что она вооружена. Скорее всего, тогда полицейские были бы с оружием, и ее, скорее всего, подстрелили бы насмерть сразу же. Ее бы сразу же подстрелили. Черт. Сын ее ушел. Ну, ее ранили, но, возможно, она может выжить. Я слышал, что есть два варианта. Ну, что она может умереть полностью, она может сразу умереть, или получить ранение, как я понял. Там сообщение было про то, что она сразу мертва, как я помню. Потому что я некоторые фактики я смотрел, когда смотрел, сколько там осталось проходить. Я увидел некоторые фактики про разные пути. Вот. Из-за этого, возможно, она выживет. Узнаем уже в следующей серии, что будет дальше. Следующая наша цель это Голдфилдс. И я очень побаиваюсь, что 100% теперь эти чертовы повстанцы узнают про наш проект Орвелл. Они 100% про него узнают. Потому что слежка, мы отслеживали их движение, почему-то полиция так слаженно действовала. Они скоро 100% сложат дважды два и поймут, что за ними следили все это время. Ладно. Буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте игры на прохождение. Будут они складываться у меня в списочек, я буду потихоньку в них играть. Вот. Вот. Пишите мнение о видео, как вам понравилось видео, что бы вы хотели, чтобы можно было бы улучшить. Ставьте лайки или дизлайки. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И, разумеется, не забывайте